Всем привет! Я возвращаюсь домой с тусовки, которую организовала компания Adobe. И не просто Adobe, они делали тусовку, посвященную VR и 360 и прочим. Вы просто подходите к случайным людям и начинаете что-то с ними говорить, начинаете с ними общаться. И мне отвечали, я вот делаю там приложение для VR, а я вот снимаю для VR и так далее. Но давайте пойдем в обратную сторону и посмотрим, что было до этого. Перед тем, как пойти на эту тусовку, я смотрел документалку, точнее часть документального фильма Final Cut of the Tracks. Очень круто. То есть интересно даже не только для тех, кто занимается Final Cut, а в принципе для людей это довольно неплохо. Отличная презентация была у Бена Мерсера. Он смонтировал фильм Unknown Soldier, это финское кино, он смонтировал его в десятке. Он очень хвалил некоторые вещи, например, он очень рад был фейворитсам, маркерам. Интересным образом он использовал мультикамы, то есть он не использовал мультикамы на таймлине, как мы обычно это делаем. Он смотрел их в браузере, смотрел разные дубли, которые были сняты в одно время на разные камеры. Давайте послушаем, что он сказал про фейворитсы. Fantastic. It's the one reason why I work on this. None other LE comes close to this. Самым удивительным в его выступлении было то, как он показал свою таймлинию. Он распечатал таймлинию на огромном каком-то, не знаю, бумаге или не бумаге, и растянул ее по всей комнате. От края до края таймлиния была в комнате. Это было очень круто, все просто не ожидали такого подхода. И сама вот эта вот монтажная таймлиния — это в некотором роде произведение искусства, потому что, выглядит это реально впечатляюще. Интересную мысль он сказал про маркеры. Он довольно часто использует маркеры и говорит о них как о записке будущему себе. То есть в такой формулировке я не слышал, что маркеры назывались, но это тоже довольно мило. К вопросу организации материала тоже он подходит своеобразным образом, то есть он гораздо больше использует смарт-коллекшены, чем keyword-коллекшены. И он на основе метаданных он выстраивает себе смарт-коллекшены по сценам и так далее, и так далее. То есть он открывает смарт-коллекшн сцена такая-то и все файлики в нем. Он сокращает количество отображенной информации драматически, то есть там из нескольких часов он в итоге при помощи фейворитов, коллекшенов сокращает количество видимой информации до нескольких минут и, соответственно, может легко и быстро собирать сцену. 28 октября должна быть премьера этого фильма, и он приглашает всех нас посмотреть это кино. To all the Russian filmmakers out there, I hope you go and see The Unknown Soldier. It's also about you guys, so the Finnish and the Russians in the Second World War. I hope you like it. Еще были сегодня презентации у Формелта и по Da Vinci нам показывали небольшую демку, но гораздо больше впечатления произвел Lumberjack. Они показали свою новую штуку Lumberjack Builder, которая может собирать, которая практически монтажка для режиссеров или сценаристов. То есть, если у вас есть документальное кино, есть расшифровка или передача, в общем, все что угодно с расшифрованным текстом, то вы можете собрать историю и даже закадровый текст прямо вот в этом Lumberjack Builder. Очень круто. Text-based non-linear editor. So it's a video editor that is text-based. So we have to get transcripts from somewhere. You can either use our automatic service that we'll build in, or you can have your transcripts come from wherever you want. So if you want to use YouTube free SRTs, we'll probably use that. If you want to type them up inside yourself, that's fine too, or inside your business. And each paragraph is a keyword. So the answer is, my earliest memories, that's where this answer starts. I'm just going to create a new keyword range by breaking the paragraph. It's going to go into the second part of the demo, where I have prepared all of my interviews. I've got different paper colours for each person, and I can still do corrections at this point, but really we want to go into the story building area. So this side, the left side, is the selects, the event, your source. Your right side is your story. That's where you're going to build a video edit. So I can play back my clip, my selects. Camping on and
and I can just simply add that to my story by dragging them across or hitting a keyboard stroke. 53 seconds is clearly too much for an opening shot, so let's keep the luxury stuff for later, and let's get rid of the Vanuatu story altogether, because the Vanuatu holidays were not camping. They were certainly much more luxurious. My brother also had a little camping adventure, so I'm going to get, but again, I only want that part of it. I get rid of the rest back to my select list for later use. And in the middle of this long bit from me, there's a relatively short story about camping. So this bit I'm going to put back to my selects, this bit back to my selects for use later. If I turn on thumbnails, it's pretty obvious that we've got a jump cut. So I just move the clips around. These are fully magnetic timeline, because we can, everything moves out of the way and makes a place for it. I can preview the story. We went camping a lot to near Tari, and cold. I remember vividly being very cold, but now we're going to build trimming tools in so we can get more accurate on that, but they're not available yet. Or we can just select, obviously if you've got a long story, you don't want to start from the beginning every time you want to see the story. So you can select any two clips and play them, and that will give you the preview of just those clips. The final thing I'd like to show you is that it's now time for some voiceover. Okay. Because we need a little bit of exposition going on. So. And it will be a computer-generated voiceover. Computer-generated voiceover. That's cool. In the language of your system and the voice of your system. So this one, we've actually used the Australian voice. One of the Australian. As long as I'm not cold, I'm happy. And that's it's a real audio file. It's a media file. So when you send this back to Final Cut Pro 10, that audio file will be there. You can also export a text document of all of these narrative pieces, so you can get them approved and then get them recorded. And even better, an editor doesn't have to hear their own voice doing temp voiceovers during the entire time of the edit. You can send this back to Final Cut Pro 10 as a project, or you can send all of your logging and keyword and metadata information back as an event. Lumberjack Builder should be ready around the end of October, available at least in beta and then for everyone to use. It's no incremental cost on the Lumberjack system, it's just part of your Lumberjack system. If you use our transcription service, that'll cost you about 25 cents a minute. And that's Lumberjack Builder. Thank you. Thank you. That's really cool. Очень круто. То есть собрать рыбу за, практически там за 5 минут, потому что есть вся расшифровка, есть сценарий и там все есть. Собрать рыбу, отправить в Final Cut – это супер круто. Конечно, монтажеры могут говорить, их какой-нибудь режиссер спросит, типа, что ты сделал? Он скажет, я сделал рыбу. Он говорит, а почему так долго делал рыбу, почему несколько дней? Он скажет, там сложно было. Так вот, сейчас при помощи вот этого билдера, Lumberjack билдера, рыбу можно собирать реально за несколько минут. Привет! Йоу! Yeah! Еще одно классное приложение, демку которого мне показали. Разработчик французский монтажер Перик. И оно нужно для того, чтобы совместить два ивента в один. То есть у вас есть один ивент, в котором вы работаете. Вы этот ивент отправляете коллеге, другому монтажеру, режиссеру или кому-нибудь еще. И он делает свои какие-то отметки, кейворды, как-то его структурирует, организовывает. Вы продолжаете работать в это время. То есть если вы сейчас отправите ивент другому монтажеру или режиссеру, он будет ставить кейворды, то вы не можете продолжать работу, потому что вы потом не совместите кейворды с одного ивента в другой. Но теперь при помощи Merge X вы можете это сделать довольно легко и быстро. Мы протестировали эту штуку на работу с русскими символами, с эмоджи и с прочими штуками. Это очень удобно для совместной работы. Я обязательно сделаю обзор на это приложение. You can say, I want only the ratings of this asset and ignore completely the ones of the other. That's an option. And keywords don't have conflicts, so they always merge. Okay. Because they can overlap. That's right. И начинался для меня день с выступления Сэма Местмана из LumaForge,
LumaForge делает отличные железяки для совместной работы. То есть это хранилище для работы нескольких человек над одним проектом. И их основная фишка в том, в отличие от всех других сетевых хранилищ, то, что они оптимизированы под работу с видео. Они уже несколько лет пилят свое приложение, улучшают его. И то, с чем люди сталкиваются, используя какие-нибудь Synology, кунапы, это обрывы связи, это медленная скорость. Когда у вас несколько монтажеров начинают подключаться в монтаж, то это начинаются с разнообразные проблемы. Так вот, с LumaForge таких проблем нет, и они рассчитаны там на, может быть, десяток или даже больше монтажеров. Так вот, Сэм Местман рассказывал о том, как он видит будущее медиа. То есть он начал с истории о том, как люди использовали пленку, чтобы монтировать кино, и чтобы что-то разрезать и склеить, вы в прямом смысле должны были что-то разрезать и склеить. Потом пришли такие страшные вещи, как бетакам и прочее. If you walked into a room now to try and use this, would anyone have any idea how to do that? There's like 3 people. Потом он рассказал про недавний период, когда у нас начали появляться разные цифровые камеры, и про то, как удешевилось и упростилось производство. То есть, когда была пленка, это все было очень дорого, и мало кто мог себе позволить делать кино. Сейчас история смещается в то, что мы можем на телефоне снять фильм. Мы можем практиковаться на дешевых устройствах, чтобы потом уже потратить свои кровно заработанные бюджеты на какое-то настоящее кино и ничего не поломать. What this is going to mean is that Hollywood is no longer the only place where high-level content gets made. Hollywood is everywhere now. Hollywood is in Mexico City, it's in India, it's in China, it's in Europe. It is everywhere. So the real question is where are the best content creators going to go? And now it's going to become far more regional than it was global. Я сам тоже думал о подобных мыслях, да и вы, наверное, тоже об этом думали. Я был не так давно на айтишной конференции, где прозвучала такая фраза, что IT теперь не профессия, она все больше становится навыком. И если вы не умеете в IT, то что же вы будете делать в мире будущего? И видео, оно тоже становится навыком. То есть монтаж – это новая литература. Кино – это новая литература. Это доступно для многих. И, соответственно, люди с этим могут не соглашаться. Особенно люди, которые не хотят ничего не менять в их рабочих процессах. Или они... я тоже, на самом деле, в некотором роде боюсь этого прогресса, потому что придут молодые товарищи, которые привыкли выражать себя при помощи телефона, и они будут гораздо лучше монтировать, чем большинство монтажеров на текущем рынке. Но вывод какой из этого всего? Надо продолжать думать, продолжать изучать и развиваться. Потому что если этого не делать, то через, может быть, 5 лет, а может быть меньше, может быть, через 10 уже профессиональные монтажеры в том понимании, которое мы закладываем сейчас, они будут не нужны. И раньше вы могли иметь какую-нибудь продакшн-студию с огромным количеством дорогого железа, очень сложного железа. Вам нужно было много учиться для того, чтобы этим железом управлять. Сейчас это уже не нужно, потому что человек с телефоном и ноутбуком может снять кино, и снять, и смонтировать, и он все может сделать сам. Если вы можете смонтировать кино там за неделю, грубо говоря, а какой-нибудь другой монтажер может смонтировать это за 5 дней с тем же качеством, просто используя другие инструменты, то это значит, что тот другой монтажер будет более предпочтителен. И таких монтажеров будет все больше и больше, потому что ресурсы доступнее для молодежи. И люди уже с детства снимают кино в разных киношколах. Привет, кстати, Даша Гладышева и киношколе МакГаффина. И снимают нормальное кино. Конечно, не каждый, но они могут поэкспериментировать и сделать хороший фильм за не очень дорого. Что-то я очень много всего здесь наговорил, но вывод очень простой. Нужно учиться, потому что софт и железо, оно идет гораздо быстрее, чем мы способны обучаться. И если мы будем совсем уж отставать, то мы очень быстро станем никому не нужны. Поэтому спасибо всем за внимание, господа. Учитесь.